Здравствуйте, друзья! Вы это спросили, вот и получаете. Будем готовить сегодня. И готовить буду я. Сегодня мы делаем, потому что мы вместе все-таки доделаем, булочки от... Подожди, как это называли? Тут даже на русском... корица. Вот. Тут даже на русском. Я постоянно это забываю. И честно, я эти булочки не делала несколько лет уже. Потому что, когда у меня родились дети, я так занята все время, и я даже не очень уверена, что я помню, как это делать. Это рецепт моя бабушка, она мне учила это сделать. Вы можете это дома тоже пробовать. Многие думают: ой, Мэри, вот смотри, там сколько калорий будет, и надо похудеть. Но посмотрите мою фигуру, там никакой лишней калорий, обещаю вам, не будет. Потому что у меня свой секрет. У меня специальный чай, который я пью. И это секрет, моя фигура. А начинаем тогда. В первую очередь, что нам надо, это... Так, как это на русском? Перм. Короче, потом мы пишем сюда внизу, как это называется, потому что я это слово не помню. Видишь, как мы готовим с вами? Короче, это надо. И я даже... не помню, сколько. У меня тут сколько грамм? У меня тут 50 грамм. По-моему, надо половина. Представляете, мне кажется, вот готовить это как водить велосипеда. Если ты один раз уже научишь, ты потом это уже знаешь, как сделать. Поэтому... посмотрим, что от этого будет. Короче, я положила вот эту штуку сюда. Я не помню, как это называется. 25 грамм. И сахар. Я не люблю, вот я постоянно смотрю и тоже учусь, как готовить. Все всегда говорят: вот тебе надо вот сколько грамм это. А я всегда по ощущениям все сделаю. Поэтому я точно грамм вам не могу сказать. Короче, теперь мы добавим сахар. Я люблю, что они сладкие. А сахар... И тут 4, 5 ложки, 6, 7, 8. Давай 9, потому что 9 это мой любимый номер. Давай 9, пусть будет. Если ваш любимый номер 4, поставьте 4. И будете похудеть. И что я сейчас делаю? Я это все мешаю. Сейчас начинаю уже вспоминать, кстати, потому что она сейчас очень такой твердый, а если с сахаром мешать, она не будет такой твердой. Также, кстати, знаете, что когда делается магия или там ты хочешь кого-то притягивать, например, деньги всегда важно, тогда вы должна тоже использовать того, что сладкий, например, сахар, мед, духи. Если духи сладкие вы любите, значит, вы умеете притягивать деньги и что-то хорошее в жизни. А если ваши духи, например, не сладкие, например, как лимон или типа такого, тогда жизнь сладкой не будет. Это, наверное, психологически такое. Так, я все мешала. Так, мне надо вспоминать, что дальше. По-моему, сколько я помню, теперь надо добавить сюда молоко. И бабушка сказала, что надо добавить молоко теплую. Так, посмотрим, у меня есть молоко или нет. У меня дети, они безумно любят молоко. Когда я выросла, у бабушки была своя корова. И мы получили настоящее молоко, прямо чистое, жирное. Но мы были все такие худые. А как много молоко? Я думаю, около 250 миллилитров. Ну, по глазам. Может быть, даже 300. Ну, как-то так. Я буду это греть. Она должна быть... Ой! Вот видите, это материнская жизнь. Я вчера начала готовить детям, и тут
еда еще. Бывает. Так. Поставим молоко. Она греет там, но он не должен быть горячий. Если он горячий, вот это тут умирает, потому что это живая. Вот это тут живая. Не должна быть горячей, просто теплую. Я думаю, 25-30 градусов. Я думаю, смотрим. Ой, нет. Вот видите, сразу видно, я давно не делала. Но я их безумно люблю. Раньше, когда я, жила дома, это уже до битвы экстрасенсов, я их постоянно делала. Вот эти блинчики, хлеб тоже делала сама. Я помню, мой отчим, который умер, он мне постоянно сказал: Мэри, я прихожу дома, у тебя всегда еда готова. Я не понимаю, какой мужчина у тебя в будущем будет, потому что ты все делаешь. Так, вот теплое. И мы теперь добавим молоко. Но я сама уже не любитель молока, потому что я считаю, что молоко нам, когда мы взрослые, на самом деле надо пить меньше. Да, если ты там чисто не пьешь молоко и добавишь где-то, тогда нормально. Я считаю, вот если мы смотрим природа, и мы смотрим животные, они же не пьют молоко, только маленькие дети. И мне кажется, нам тоже меньше надо молоко. Нет, я пью молоко, например, когда я пью кофе. А так, нехорошо. Вот эти йогурты, все, сметана. На самом деле не надо, меньше надо. Это плохо для кишечника. Короче, я так вижу. Я не врач, но я так вижу, я так чувствую. Так, сейчас я это все мешала. Вы, наверное, думаете, почему она соль не добавила? Я соль добавлю, когда я добавлю мука. Так, сахар у меня тут. Извините, у меня нет такие красивые. Никуда положить вот это все. Вот я обычный просто человек и живу по-обычному, поэтому у меня все так, как у всех, наверное. Так, теперь надо мука. Так, надо вспоминать. Так. Я думаю, это будет достаточно для мука. Я думаю, секрет хорошего фигура – это баланс, и ограничивать себе нельзя ни в чем. Я помню, раньше я тоже сидела на диетах. Да, я смогла там бросать 5 килограмм, 6 килограмм, а через 2-3 месяца все вернулось, потому что ты не можешь себе отказаться от хорошего, поэтому все должно быть в баланс. Ты можешь скушать все, но по меру. Поэтому, когда я начала именно так кушать, то я кушаю все, я знаю, что я могу любой момент кушать, хоть вечером шоколад, если я хочу. Мне уже не хочется это так сильно. А если ты начинаешь ограничивать, что, я после 6 часов вот этого не буду кушать, ты начинаешь этого хотеть. Поэтому все должно быть по меру. Так, начинаем. Тут теперь мука и соль. Соль. Видите, какой большой соль у меня тут. Соль я тоже люблю на самом деле. Я, кстати, соль люблю больше, чем сахара. Но парфюм я люблю сладкий. Очень сладкий прям. Самая любимая туха, наверное, правильно сказала это Hugo Boss Orange. И Victor and Rolf Flower Boom. Посмотрите на их. Очень хорошие парфюмы. Но что я не люблю, это язмин. Очень много это используют люди и на парфюмах, но я вообще не люблю. Мне это даже противно. Так, вот смотрим. Я сейчас смешаю это все. Я помню, бабушка еще сказала, что это надо потом еще с руками
мешать. Но руки надо очень хорошо тогда чистить. Я же дева. Мы девы, но очень чистые. Поэтому... Да, мука надо, короче, еще не 250 миллилитров или грамм. Больше надо, короче. Вот это я не вспомнила. Или помнила. Так, добавим еще мука. Блин, я что-то забыла. Я, наверное, забыла добавить маргарин. Но я думаю, мы можем это еще добавить. Но я сама маргарин много не добавлю. Я не люблю, когда они жирные, потому что все-таки хочется выглядеть хорошо. И все должно быть по меру. Но запах, конечно, похоже, как я помню. Запах, как помню. Наверное, надо еще. Короче, я уже отсюда. Наверное, вы все так готовите, поэтому даже не пишите в комментариях, как я готовлю. Вы все такие же. Простые. Я уже 15 лет, даже, может быть, больше, принимаю люди. И я вижу вот эти системы, как люди живут. Мы все одинаковые, Никто не выше, никто не ниже. Все мы одинаковые. Так, уже, видите? Уже как настоящий маргарин. Это, короче, эстонская. Я это очень люблю, кстати. Это сливочное, наверное, масло. Это от коровы, наверное. Короче, я это люблю. Действует еще, да, действует. Но это тоже надо греть, потому что она очень твердая. Я думаю, вот такой кусочек. Я не знаю, сколько грамм это, но я думаю, это достаточно. Так, поставим микроволновку. И пока еще мешаю вот все. Нет, но она уже очень похожа, кстати, как я помню. Очень похожа. Я прям рада. Так, посмотрим. Нет, надо еще время. Тогда я могу еще... Это мука или мука? Мука. А мухи? Мухи. Мука. Мука, наверное, все-таки. Так. Это, мне кажется, мука надо поставить по ощущению. Сколько чувствуешь, столько и добавишь. Так. Ух, горячий. А у вас тоже так? У меня микроволновка такая странная, что всегда вот это горячий, а внутри даже не горячий. Только вот тарелка горячая. Ух. Так. Сейчас я все мешаю. Мешаю. Кстати, я готовлю только тогда, когда у меня энергия хорошая, когда у меня плохое настроение. Ну, конечно, у меня очень редко бывает плохое настроение. Тогда я не готовлю вообще. Я даже детям не готовлю. Нет, они не голодные. Просто я тогда куплю что-то им или закажу. Потому что я очень сильно верю, что когда у тебя негативная энергетика, или ты чувствуешь какую-то грусть или печаль, ты можешь это передать на еду. А если кто-то другой это кушает, тогда это является на человека тоже. Поэтому очень важно себя ощущать и должен настроить себе до этого, что реально было бы хорошее настроение. Вот смотрите, теперь она почти готова. Вот такая она. Чищу руки. Посмотрим, у меня мыло есть. Так, нашла. Чищу руки очень хорошо.
И продолжаем. О, руки чистые. Так. Мне надо это с руками, короче, сделать. Да. И мука надо еще добавить. Мука надо еще добавить. Потому что я не хочу, чтобы она была бы у меня на руках, это все. Так. Блин. И, да, мои браслеты. Если у вас тоже браслеты, их надо подальше. У меня тут браслет для удачи. Я вот этот браслет продавала вам тоже. Забыла одну на руках, и она так и осталась у меня на руках. Вы, наверное, думаете, что за красная ниточка у меня, это защита. Это защита, потому что в наше время сейчас очень много злости и зависти. И я все делаю по ощущениям. Я прямо чувствовала, что надо защита. Но я это поставлю всегда на руках, когда полная луна. Потому что это время для чистка. Полная луна, тогда все негатив уходит. Значит, поставит это время защита. Даже где-то я считала, что когда полная луна, даже у людей бывает больше ссоры. И потому что луна реагирует очень сильно на женщину. Женщина тоже сходит чуть-чуть с ума это время. Посмотрите сами, начинайте наблюдать и замечать, это действительно так или нет. Так, видите, какая она уже, как настоящая. И вы можете еще так сделать, вот когда вы этот, посмотрите на это, вы можете высылать что-то хорошего. Например, если у вас есть семья или кто будет на этого кушать, вы высылаете свою энергию, теплоту на этого, любви. Всегда надо готовить с любовью. Но мне кажется, любое дело, что вы делаете, я считаю сама, короче, что надо делать только того, что вы любите. Потому что всегда найдутся люди, которые против этого, не согласятся. Пофиг. Честно, пофиг. Делайте, что хотите. Вы живете для себя. Для себя. Если хотите 10 вечером этот булочку кушать, кушайте. Просто кушайте. Смотрите. Пахнет она хорошо. Мне кажется, то ли я слишком много поставила мука, или слишком мало я поставила масла. Кажется, она должна быть более такая мягкая. Ну, посмотрим, что от этого будет. Помню уже или нет. Потому что в наше время сейчас все покупают даже эту из магазина. А лучше всегда это сделать сама. Там же машинки это все делают. Там человеческой любви нету. Так. Сейчас я его так оставлю. Она там должна сидеть около 30 минут. Я помню, бабушка еще его сокрывала с полотенцем. А почему с полотенцем, я не знаю. Я это просто помню. Если вы знаете, пишите в комментариях, почему надо закрывать. Не надо полотенце искать, короче. Вот смотрите. Какая красота. Как булочка уже. У меня собака Сент-Бернард. Я ее называла Будда. Когда я пошла ее купить и выбрать, я сразу сказала, что я хочу самого спокойного собаку. И поэтому я ее называла Будду.
Будда, потому Будда это же есть спокойствие, гармония. И реально она самая спокойная. И она такая толстая у нас, что я ее иногда называю булочка. Не будочка, а булочка. Вот смотрите. Вот такая. Я сюда оставлю ее. Буду сыпать еще наверху чуть-чуть мука. Правда, не помню, почему это важно. Но просто у меня я это помню. А может быть, внизу тоже надо? Наверное, надо, да? Повары, вы меня так не смотрите. Так. Вот какая красота. И закрываю. И вернемся уже через 30 минут. Посмотрим, она будет расти или нет. Она должна расти как минимум, я думаю, 2-3 раза. Посмотрим. И духовку сейчас тесто, по-моему, как птичье тесто. Я, короче, поставила его или ее, даже не знаю, как сказать, или оно в духовку, чтобы он бы, не знаю, как это сказать, вырос. Короче, вы понимаете. Вот смотрим, что получилось. Вот так и она должна быть. Хорошая. Так. И что дальше? Вот это вопрос. Что дальше? Так. Наверное, надо поставить духовку. Сколько градусов, без понятия. Ну, я думаю, 180 или 200. Наверное, 200. Но поставим на 200. Я думаю, нормально будет. И теперь надо вспоминать. Так, что я дальше делала? Мука надо. И да, помню все. У меня тут, была бумаг. Бумаг там. Бумаг тут. Я не хочу, у меня такой хороший камень, я такая чистая, поэтому я это все буду тут делать. Может, даже буду ближе к вам, чтобы вы это все видели. И руки очистила уже. И буду это поставить тесто. Птичье тесто. Буду поставить сюда. О. Красотка. Ничего сказать, прямо красотка. А надо этот, да? Я не знаю, как это называется, но вы понимаете. Дети, я хотела сказать, спиздили, но, короче, они украли, вот правильно слово, украли от меня мое, у меня только такой. Это прочественный, но я думаю, это подходит. Так, с любовью все делаем. Самое главное, что они было бы не толстые. Я толстые не люблю, когда вот эти булочки такие толстые. Опять поставлю сюда, добавлю мука, посыпаю. Блин, на русском языке сколько слова, они все похожи, я очень сильно путаюсь постоянно. Так, у меня ощущение хорошее, потому что кажется, что получается все достаточно хорошо. И это тоже свое дело делает. Хоть это рочественный. Угу. Чувствую себя как повар прямо. Так. Кстати, это моя самая любимая. Один из самых любимых. Это не блюдо, наверное, но я просто их безумно люблю. Я корицы безумно люблю от самого детства. Просто люблю корицы. Я когда где-то летаю, я всегда ищу, такой американская фирма есть, они делают из корицы вот эти булочки. Я последний раз, когда летела в Дубай с детьми, мы там все это кушали. Я, конечно,
помню, как называется эта компания, которая это делает. Когда побываете в Дубае, вы там это найдете. Вот смотрите, какая красота. На самом деле это тесто может даже, на это тесто может сделать даже пиццу. Только тогда сахар не добавить. И вы можете, наверное, что угодно сделать. Раньше я еще добавила яйцо, да, нет, яблоки. Но я забыла яблоки купить. Поэтому мы делаем без яблоки. Но я купила. Дети утром думают, что я им это купила. Они большинство кушали. Это называется изюм, наверное. И это тоже поставлю. Без этого это не работает. Это не так. Я их безумно люблю. Вот, прямо красота, готова. Думаю, помню я все или нет. Помню я все или нет. Вы, наверное, все думаете, сейчас вот видите, как такая прямо женщина прямо готовит и все делает. Да, у меня 3 детей, я их безумно люблю. Но я никогда бы не смогла просто так сидеть весь день дома и готовить. Я знаю, у меня много знакомых есть, которые, женщины, у них много детей, они сидят дома, там готовят, убирают каждый день. Я, наверное, так бы не смогла. Мне очень важна своя работа. И самое главное, мне кажется, не забывать о себе тоже. Свои мечты. Так, она готова. И теперь... Так, что теперь поставить сюда? Надо, наверное, маргарин. Или масло. Вот. А у меня обычный какой-то маргарин или масло. Наверное, можете тоже любой взять. Я даже не помню, я грела это или нет. Нет. Вот видите, я по-настоящему не помню все. Нож. И просто как на бутерброду добавлю сейчас масло, маргарин. Ой, я уже чувствую, как она вкусная будет. В следующий раз надо пробовать хлеб сделать. Или пиццу с салами. Я, кстати, вегетарианка была больше 10 лет. Даже не помню, 10 или 15 лет. Там вообще мясо не кушала. А когда забеременела с первым ребенком, сыном, мне безумно захотела мясо. Я начала мясо кушать. Я не смогла, это очень странно было. Я тогда сразу поняла, это мальчик, потому что я хотела... Я не смогла, я вот салами кушала все время. Так, теперь я добавлю сюда сахар. Но они так и скажут, если ты хочешь сладкого, ты ожидаешь точка. Если ты хочешь мясо, или где много соли, или на английском это sour. Я хотела еще такие яблоки, которые не сладкие, кислые. Вот. Тогда это будет мальчик. Я не знаю, как у вас это было, но у меня точно так и было. Кстати, с каждым ребенком я поправила 20 плюс килограмм. Я не могу сказать, что я не люблю кушать. Конечно, люблю хорошую еду. Но я не люблю мясо так сильно. Я иногда могу кушать, но я забываю постоянно его кушать. У меня, наверное, это привычка до сих пор не кушать. Сейчас я вот изюм добавлю сюда. Но это, наверное, можно добавить по ощущению. Я просто много люблю, поэтому я много поставлю. И теперь корица. Но корицы я добавлю много. Корицу люблю. Принесет тебе удачи, принесет тебе деньги. Корица можно использовать много. У меня один раз подруга спросила: Мэри, почему у тебя корица на машине, внутри машины? Я замечала, у тебя она постоянно там лежит. Это для деньги.
иногда, когда заправка поеду, ну, где любое место поеду, я там сыпаю на волосы. Хочу выиграть лотерею. Так, тут корица, тут сахар и изюм, и маргарин или масло. И теперь мне надо его кручивать. Хоть, кстати, я позавчера видела из Инстаграм, что даже, может быть, нехорошо прямо так кручивать, сделать такие, как полоски. Они говорили, что будет красивее. Но я делаю по-старому. И кручиваем. Ой, такой аром тут прямо хороший. Оба. Так, окей. Наверное, сюда надо было добавить тоже мука. Я забыла. Но исправимся. Ага. Ава. Но в следующий раз буду это помнить точно, что надо сюда тоже мука добавить. Оп. Вот смотрите, какая змея тут прямо. Как анаконда. Ну, такая. Как змейка. И сейчас буду тогда резать. Как розочка прямо. Как розочка. Вот смотрите. Да, они точно такие получились. Как я помню. Так интересно. Да. Самое главное, что они там бы выросли еще в духовке. Наверное, это неправильное слово, но вы понимаете. Теперь самый главный вопрос. Надо добавить яйцо или нет? Вот это я точно не могу вспоминать. И когда поставить? Сразу или потом? Сколько я помню, по-моему, я поставила сразу. Ну так, они будут такие здоровые. Здоровые такие булочки. Ну, кстати, не так много. Я думала, больше будет. Но тут штук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но 9 это мой любимый номер. Поэтому, значит, так и должна быть. Не. 9. Нет, все-таки надо добавить яйцо. Но только... Я опять не помню, только надо белые части или желтые? Как вы думаете? Погуглит? Подождите. Вот. Вся красота. Нет, я не помню, что я отдельно это все делала. Все-таки пробуем целую. Оба такая здоровая. Окей. Ой, тут. Так. Теперь вопрос, как я это делаю, если у меня... Как это слово? Видите, я так давно не жила в России, я забывала уже вот эти слова. А может быть, у вас тоже так получается, что у вас эта штука нету? Извините, я не помню это слово. Brush. Пинцель. Но вы меня понимаете в любом случае. А с чем я это делаю тогда? Как? С руками, что ли? Ну, руки чистые, в принципе. Ну, давай с руками. То есть, то есть. Я даже не помню, сколько это надо поставить. Наверное, по ощущению. Но эти булочки точно будет от сердца. Все делала сама и все делала с руками своими. Так.
Ага. Плитка кричит, извините. Так. Наверное, надо поставить мука, потому что иначе они будут сухие как-то. Да. Нет. Ну. Не знаю. Посмотрим. Самое главное, что не будет вкус как яйцо. Но я думаю, нет. Если я раньше добавила, значит все нормально будет. Тогда потом больше корицы добавим и сахар. Вот такие красавчики прямо. Так. Может, корица еще? Нет. Вот, они готовые. И я их поставлю в духовку, наверное, минут 20. Посмотрим, сколько минут. Пока еще не очень уверена. Ну, 15, 20, 30. Посмотрим, как пойдет. И вырастут они или нет. Угу. Через 20 минут увидимся и посмотрим, можно их кушать или нет. Мои булочки остыли. Невероятная красота. Хочу сразу пробовать. Боюсь. Я буду честна. Нет, хорошо. Наверное, от 10 баллов я бы поставила 7. Надо было все-таки добавить яблоко. Она была бы более... не свежая, но сейчас она чуть-чуть сухая. А вот я помню, что, яблоко все-таки добавила. А так вообще, как из магазина. Я еще подумала. Пишите в комментариях свои рецепты. Я хочу что-то новое пробовать. И я выбираю от комментариев одну человека и буду это блюдо сделать сама. И в то же самое время я буду на этого человека смотреть, когда готовлю. Поэтому пишите в комментариях.